1999 году на одном из совещаний командующий российскими миротворцами в Косово генерал Евтухович сказал: «Товарищи офицеры, я вас прошу не называть пиндосов пиндосами. Они на это очень обижаются». Так почему обижаются пиндосы? И откуда пошло это забавное название? Всем привет! С вами Алексей Мартюшов на канале Хлам Знаний. Смотрите до конца. Это снова отличная тема для беседы в компании. После уже подзабытой войны Югославии с НАТО весной 1999 года от нее отделилось Косово, сразу перешедшее под международный протекторат. На территории Косово вошли в примерно равных количествах русские, британские и американские войска. А получили американе свою кличку от косовских сербов за свою жадность и обилие амуниции. В армии США есть правило: если боец получает ранение, а при нем нет полного снаряжения, то болт ему, а не страховка. Соответственно, зализывать раны и психологически восстанавливаться бравый вояка будет за свои кровные, а это дорого и непрактично. Дядя Сэм печется о сохранности денег налогоплательщиков, вложенных в армию. Тем более, что с ее помощью он зарабатывает еще больше. А значит, что жара не жара, стреляют не стреляют, а бронежилет по полной программе. Защитные щитки на колени и локти, каска, защитные очки, перчатки. Все надеть и потеть во имя звездной полосатости. Вдруг кто из-под тишка выстрелит, ведь этих воинов света, в кавычках, нигде не любят. Кроме того, в комплект полной выкладки входит уйма всего. Там боекомплект, то есть патроны, гранаты, выстрелы к подствольнику, автомат, нож здоровенный, сержантам еще пистоль полагается с 2 обоймами. Рядовые тоже могут иметь, но по желанию. Еще рация, запасные батарейки, прибор ночного видения, ночной прицел, натовские сухпайки, фляга и прочее, вплоть до фонарика даже днем. Много на них всего навьючено. Вес иногда превышает 40 килограмм, богато живут. При такой загрузке человек устает, но жаба душит, и они прут все на себе, как ослики румынские. Конечно, несколько часов под таким грузом походку нифига не улучшают. Это не голливудчина про морских котиков. Здесь же просто солдаты, нормальные морпехи. Крепкие они ребята, но не железные. Ходит такой воин, переваливаясь. Ноги гнутся плохо, голова в каске, плечи втянуто. Пингвин пингвином. Вот их сербы и прозвали пиндосы. Американцы быстро поняли, что это нифига не комплимент. Обсердились, но их обидки всем пофигу. Можно вбомбить людей в каменный век, но поржать им не запретишь. Утерлись американы. На обиженных, согласно наших поговорок, не только воду возят. Есть версия, что это слово произошло от испанского пендихас – идиот. А если короче, то пендес. Так латиносы обзывают всех америкосов оптом. Получается, пендес для американцев тоже обидно. Прям не угодить им, противным. Помните, как наши 200 десантников за сутки прошли марш-броском 400 километров и заняли аэропорт под Приштиной? Натовская разведка их протеряла. На Тюки там планировали разместить штаб типа миротворческих сил в Косово. Первыми поперли британцы. В то время они представляли грозную силу. А сейчас, массово пересев на велики из-за собственных санкций, стали обычными великобританцами. Вроде я опять породил мем. Когда авангард англичан подошел к аэропорту, въезд в него был перекрыт. У баррикады стоял русоволосый паренек в тельнике под курткой и с гранатометом на плече. Головная машина бритов тормознула. Понятно, что наш парень с гранатометом с 10 метров не промахнется и всадит гранату куда положено. Так еще вся российская техника с аэродрома смотрела на натовскую колонну через прицелы и вполне могла сделать ажурное сито из танков гордых внуков бабки из Залужи. Те не стали настаивать, очко-то не железное, и свалили. Правда, потом подъехали уже американцы и устаканились напротив наших. Пока скандал бушевал в верхах, наши десантники получили полный респект со стороны местных. А узнав, как точно они ассоциируют вооруженных до зубов трусливых американских солдат, подхватили и кличку – пиндосы. В этом значении слово прозвучало с экранов российских телевизоров 7 ноября 1999 года в репортаже из Косово. Боец в интервью рассказал, что так обозначают миротворцев из США. И понеслась. Слово «пиндос» завирусилось и стало применяться не только к военнослужащим США, но и ко всем американцам. Кроме того, стали называть США Пиндосией и Пиндостаном. Слово «пиндосы» является оскорбительным, но честно заработанным. Более корректно – янки, гринго, американы или америкосы. С вас лайк и подписка,
а я пошел искать новый материал. Будьте здоровы и до новых встреч!